Добрый день. Ну, я как начинающий блогер, в общем, не так уж и начинающий, хочу поделиться секретами мастерства. Секретами, которые вы и так знаете, но я все равно ими поделюсь. Я имею в виду секретами блогерского мастерства. Потому что когда ты в чем-то не разбираешься, то нужно обязательно начинать этому учить. Ну, если не до конца разбираешься. Поэтому я открою несколько секретов. Ну, во-первых, надо сесть так, чтобы не было видно живота. Потому что если вы сидите и виден живот, то, в общем, люди в основном будут смотреть на ваш живот и думать, что же он или она физкультурой-то не занимается. Потом надо поставить запись так, чтобы не было видно срача вокруг, чтобы всякие пустые бутылки, пакетики и банановые шкурки были где-то за кадром. Это нужно делать обязательно. Потому что если банановые шкурки будут в кадре, то все будут смотреть на банановую шкурку, а не на вас. А желательно, чтобы все-таки иногда смотрели на вас. Потом можно вот так сложить руки. Вот этот жест значит, что вы закрыты, и через свою закрытость вы обращаетесь, вы делаете над собой усилия и, значит, обращаетесь к сообществу. Что еще нужно? Нужно одеть протезы зубов, пристегнуть протезы рук и головы, если у вас есть такие протезы. Хорошо быть в часах, потому что лучше быть в часах, чем не в часах. Что еще? Да, нужно обязательно сказать, чтобы вы нажимали эти самые лайки, даже если вам абсолютно пофигу, и писать комментарии. В общем, можно писать любую фигню, потому что просто сам факт наличия комментариев гипотетически должно выбрасывать это видео куда-то в топ. Что, в общем-то, алгоритмы никому ничего не должны, но теоретически это будет. Значит, я поделился секретом мастерства, и о чем я, собственно, хотел, кроме секретов мастерства, сегодня еще поговорить. Мои выпуски такие отчасти юмористические, и я стараюсь. Но иногда мне хочется поговорить о вещах еще более юмористических, чем юмористические. Потому что нет ничего более смешного, чем серьезное. Есть такая фигня, она называется цивилизация. Да? Я имею в виду вся мировая цивилизация, в которой мы все живем. То есть даже если мы думаем, что мы живем не в цивилизации, а живем в каком-то условном Северном Тушино или деревне Гадюкино, мы все равно живем внутри этой цивилизации. В ней есть простые какие-то, даже не назовут законы, потому что законы звучит слишком угрожающе, а правила. Да? Куда я, собственно говоря, веду? Я веду к тому, что вот вся эта бесовщина, которая сейчас происходит со стороны Российской Федерации, она контрцивилизационная. Есть простая бухгалтерия, в общем, доступная в интернетах, про цивилизационный некий авангард и про цивилизационное отставание. По неким очень простым, каким-то чисто практически арифметическим, статистическим данным, у разных сообществ, у разных стран существует отставание от авангарда. Никто не скажет, что, предположим, в деревне Гадюкино жизнь такая же прекрасная, как предположим, в Москве, я не знаю, или в Петербурге, или в Нью-Йорке, или в Париже, или Мадриде, да? То есть, возможно, там есть какие-то деревни Гадюкино, какие-то плюсы, предположим, когда окончательно размывают все дороги и не проехать, не пройти столько грязи, да, то можно спокойно лежать на печке и бухать полгода, предположим. Если считать это плюсом. Но вообще никто не будет спорить, что между деревней Гадюкино, всякими столицами, серьезная цивилизационная разница. Такие же истории есть между странами и сообществами. То есть это все можно прогуглить, посмотреть в интернетах, в этих ваших интернетах. То, что называлось некогда Российской империей, потом Советским Союзом, потом по кускам по-разному стало называться. Что-то там называется Российской Федерацией, что-то Казахстаном, Узбекистаном. Оно цивилизационно, это не я придумал, эти циферки все есть. Оно где-то лет на 50-70 отставало от европейских стран, от того, что сейчас называется ЕС. Да? В свою очередь, ЕС отставал на 50-70 лет от того, что называется США. Вот по определенным цивилизационным данным, критериям, которые гуглятся. Почему США и оказались в авангарде, и Европа оказались в авангарде, но не так, как США. Это, сейчас не об этом. Это обычно цифровая такая история, которую можно проверить. И вот этот шаг от Европы, Российской Федерации 50-70, от Штатов, если еще отставание Европы сложить,
от Штатов, это получается 100-140 лет. Это вот такой цивилизационный разрыв. И, собственно говоря, если рассматривать это все с этой точки зрения, история стран и сообществ – это преодоление этого цивилизационного разрыва. Потому что в логике каждого индивидуума, в логике каждой территории быть конкурентными, да? Существовать, находиться в конкурентном мире более-менее в каком-то таком пристойном конкурентном состоянии. Иначе просто вся эта территория или вся эта сообщество просто какое-то, схлопнется. Разъедутся все, как один из вариантов. И, собственно говоря, это преодоление и есть двигатель жизни в тех или иных сообществах. Например, опять же, чтобы далеко не ходить, та же самая Октябрьская революция 1917 года делалась в надежде, что будет совершен цивилизационный скачок, и общество отсталое догонит и перегонит, заметьте, было все это часто использовалось, догоним и перегоним, догонит и перегонит общество более передовые и еще станет в авангарде, да? За счет проекции в жизнь вот этих вот всех марксистских идей, которые как раз подразумевали революционное развитие, революционный скачок. Но вся вот эта история с войной, вся эта история с идеологической подкладкой под эту войну, она контрцивилизационная. То, что все плохо, это как бы даже и не обсуждается. И то, что все намного хуже, чем плохо, это даже тоже не обсуждается, это понятно. Этот вектор, он в принципе противоречит человеческой природе, да? И в любом случае через 10, 20, 30, 100 лет все равно этот вектор про конкуренцию. Потому что просто понятно, что каждому человеку, каждому сообществу лучше быть хорошо одетым, воспитанным, образованным и, как говорится, быть принятым в хороших домах, чем в этих хороших домах заходить с черного хода, а скорее всего просто не пустят. Понятно, что лет через 20, 30, 40, 100 опять общество должно будет настроиться на то, что надо совершать этот цивилизационный разгон. Да? Во время этого разгона и происходит развитие, происходит само смысл существования этого общества появляется. Да? Вся эта идеологическая нынешняя подкладка под войной, под то, что делает Россия, она как раз озвучивает лютую ересь контрцивилизационную. Эти все какие-то, традиционные ценности, очень мутные, конечно. Любовь ко всякой, короче говоря, старомодной и очень старомодной фигне не в рамках жанра какого-то такого постпанка, да, а в рамках идеи, она просто не жизнеспособная. Такого быть не может. Этого не было никогда внутри цивилизации. Устраивать бойню, устраивать эти все погромы и всю эту движуху ради того, чтобы затормозиться. Затормозиться можно без всех этих, собственно говоря, без всякого напряжения, потому что всякая стагнация и всякое торможение, оно само по себе существует без этих самых, даже без всего этого идеологического обслуживания. К ней не надо стремиться, она сама, как говорится, наступит. Я, конечно, понимаю, что всю эту идеологию подсунули, чтобы оправдать войну, таки ее подсунули. Она вроде как сейчас рабочий инструмент. В то время, пока цивилизация развивается, люди развиваются, те углы цивилизации, которые отстают от передовых, собственно, стараются развиваться побыстрее, чтобы их догнать. Огромная территория с некоторым количеством населения, значительным причем, собралась, собственно говоря, пойти вспять и сознательно деградировать. Это, конечно, во-первых, я повторю, это полный абсурд, потому что деградировать можно без всяких движений. Деградация как раз происходит на отсутствии каких-то усилий. И во-вторых, это абсолютно тупиковая история даже в том, что потом все равно придется возвращаться на путь цивилизации. Но когда потом? Понимаете, в чем дело? Для истории 50, 70, 100 лет – это 50, 70, 100 лет. Для человека это вся его жизнь. Если в начале войны было ощущение, что это все как-то закончится, и были возможны, как-то закончится, что были еще отмазки, можно было прижмурить Путина, сказать, что это он во всем виноват, найти какую-нибудь докторицу, которая ему неправильные лекарства дала, поймать пару генералов и примерно наказать за то, что они всех подставили. Можно было сделать это все в комплексе и как-то с этого все соскочить. Сейчас уже скоро 1,5 года, и вся эта ересь продолжается, разбивается и еще скрепляется кровищей. А мой прогноз то, что это на многие и долгие десятилетия. Можно это все развивать,
естественно, ждется какой-то совет, что кому как бы делать. Каждый что-то, естественно, должен делать на своем месте и как-то это для себя решать. Ну, кто там, я не знаю, помоложе, пободрее, может быть, сможет встать в ряды революционеров. Кто уже в этих рядах революционеров никому никакую пользу вряд ли не принесет, наверное, как-то по-другому должен для себя решать. И это все можно развивать там по разным, скажем так, отраслям народного хозяйства. Там, нефтянке, культуре, шмультуре, кинематографу. Но сейчас самое важное, чтобы война закончилась. Украина так или иначе победила, потому что без победы Украины, как ни странно, я, конечно, понимаю, что Украине такая нагрузочка нафиг не нужна. Им хочется жить и как раз развиваться внутри цивилизованных процессов. Но так получилось, что от степени разгрома Украиной России зависит то, насколько, через какое время станет Россия, ну или те государства, которые образуются на территории России, или те люди, которые уедут с территории России миллионами, десятки миллионов, встанут обратно на путь цивилизации. Поэтому вот такая тяжелая задача у ВСУ сейчас и себя спасти, и этих, собственно говоря, нерадивых соседей подлечить, что называется. Поэтому слава Украине, героям слава. Ну и еще я решил, вот сложив опять руки на груди, крест-накрест, записать эпилог. Может быть, я какие-то вещи сбивчивые в этом тексте в проброс сделал, но мне кажется, некоторые зерна оттуда извлечь можно. Поэтому считаю, что этот материал опубликовать стоит. И даже кому-то стоит его, наверное, послушать. Может, кто-то что-то поймет. А не поймет, ну, потом поймет. Пока. Это был постскрипт.